Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Food Court. И сегодня будем готовить митболы, мясные шарики, шведские тефтели с олениной. Для приготовления митболов нам потребуется 1 килограмм говяжьего фарша, полкилограмма фарша свиного, полкилограмма фарша оленины, 100 грамм это панировочные сухари. Для соуса нам потребуется сливки 13% жирности 200 грамм, говяжий бульон 200 грамм, 2 яйца, масло сливочное 30 грамм, масло растительное 30 грамм, мука у нас здесь 2 столовых ложки, 1 столовая ложка томатной пасты и соль и душистый молотый перец по вкусу. Прежде всего мы начнем с мяса. Смешаем фарш говядины, фарш свинины и фарш мяса оленины. Если у вас нет оленины, то, конечно, можно использовать этот же объем говядины. Добавляем в фарш 2 сырых куриных яйца. Добавляем 100 грамм панировочных сухарей. Вот именно в шведских митболах используется не хлеб, как обычно в котлетах, а панировочные сухари. И тщательно все перемешиваем. Необходимо посолить фарш. Обычно я добавляю на объем веса мяса фарша 1,5% соли. Черный молотый перец по вкусу. И снова все тщательно перемешиваем. Вот такой готовый фарш для митболов у нас получился. Ну а теперь мы будем формировать вот такие мясные шарики. Чтобы фарш не прилипал к рукам, можно смачивать руки холодной водой. Ну а сейчас мы приготовим соус для митболов. В обычном сотейнике необходимо растопить сливочное масло. 30-50 грамм будет вполне достаточно. И добавить растительного масла подсолнечного 30-50 грамм.
Когда масло уже достаточно разогрето, добавляем 2 столовых ложки муки и тщательно перемешиваем венчиком для того, чтобы у нас не остались комочки. Самым тщательным образом необходимо перемешать, обжаривая муку в масле. Затем я добавляю столовую ложку томатной пасты и тщательным образом венчиком перемешиваю вместе с мукой и маслом. Образуется такая вот паста, основа для соуса. Соус мы готовим на средней температуре. И сейчас я добавляю 200 мл сливок. Тщательно все перемешиваем. И немножко можно убавить огонь. Соус необходимо постоянно помешивать, не дать ему подгореть, но и не повышая температуру там выше 120-150 градусов. Добавляем говяжий бульон порциями, примерно 100 грамм, потом еще 100 грамм. Когда мы добавили сливки и бульон, мука начинает разбухать, и соус приобретает такую консистенцию густой сметаны. Главное, чтобы не было комочков, надо постоянно тщательно помешивать. Вот такой получился соус. Соус необходимо подсолить по вкусу. Наверное, 1 чайная ложка вот на этот объем. И я добавил сухого укропа. Вы можете добавить любую зелень по вашему вкусу. Ну а теперь на разогретом растительном масле необходимо обжарить наши мясные шарики. Обжариваем мы их равномерно со всех сторон и не обязательно доводить их до готовности. Главное получить такую румяную, красивую корочку. Доводить до готовности мы уже будем митболы в соусе. Обжаренные до румяной корочки митболы я перекладываю в новую сухую сковородку, нагреваю ее и заливаю митболы соусом. Разогрев сковородку, я заливаю митболы соусом и тушу на слабом огне примерно 10-12 минут. Довожу митболы до полной готовности. Наши митболы готовы. Я выключаю огонь. И теперь можно подготовить гарнир. Ну, конечно, традиционно в шведской кухне к митболам подается картофельное пюре. Простая, понятная еда. Отварная картошка с молоком, сливочным маслом,
взбивается и является прекрасным гарниром для этого замечательного блюда. Приятного аппетита вам, друзья! Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на наш канал, оставайтесь на Food Court, будет много вкусного.